Доброго времени суток, друзья! С вами канал Indie Galaxy, и на этот раз мы проведем увлекательную экскурсию по мрачным улицам города-призрака. Готовы пощекотать себе нервы и очутиться в богом забытом месте? Надеюсь, что да. В любом случае, отбросьте все дела и присаживайтесь поудобнее. Во тьме нас уже заждались. Phantasmal City of a Darkness – довольно необычный проект от команды разработчиков iMobi. Игра вышла в свет 14 апреля 2016 года и обрела некоторую популярность среди любителей инди-хорроров, а также тех, кто неровно дышит к произведениям Говарда Филлипса Лавкрафта. Что ж, мы уже имели дело с одной из множества игр, созданной по мотивам повестей и рассказов родоначальника мифов Ктулху. Но что же нам попалось в руки на этот раз? Давайте разберемся. Действие Phantasmal происходит в реально существовавшем городе-крепости Коулуне. В прошлом это плотно населенное и практически неуправляемое правительствами поселение в Гонконге, ныне стертое с лица земли, однако не забытое. Так вот, представьте, что такое необычное место, как Коулун, наводнили поистине ужасные создания, будто рожденные чьим-то больным воображением. В силу определенных обстоятельств наш главный герой оказывается в самом центре этого кошмара. Именно ему предстоит разобраться в происходящем и выбраться из всей этой передряги живым, при этом не лишившись рассудка. Более подробно сюжет игры раскрывается благодаря различным запискам, раскиданным по уровням, а также дневнику, который заполняется каждый раз, когда мы переходим на новую локацию. Само собой, спойлерить мы не станем, вы все узнаете сами. Давайте лучше поговорим о геймплее. Что же собой представляет Phantasmal? Чуть ранее я не просто так назвал игру необычным проектом. Дело в том, что сие творение представляет из себя помесь классического инди-хоррора с таким жанром, как рогалик, как бы это странно не звучало. Начнем с того, что все локации в игре генерируются случайным образом. Работает эта система на уровне компонентов, то есть имеется ряд шаблонных конструкций, коридоров, залов и так далее, из которых и строятся уровни. С каждой новой игрой мы теряем представление о том, куда идти и чего ждать за очередным углом. Не знаю, как вам, но мне как раз таки и не хватало такой фишки в современных инди-хоррорах. Единственное помещение, которое не подвержено изменениям – стартовая локация. Это своего рода брешь из Enter the Gungeon, только намного меньше и скромнее. Отсюда раз за разом игрок начинает свой тернистый путь, но перед этим здесь можно затариться огнестрелом, патронами, вооружиться увесистой доской и наведаться к местному барыге. Нет, не подумайте, бить мы его не станем. С помощью монет, которые мы собираем по ходу игры, у него можно улучшать свои характеристики. Да, такая возможность тут тоже имеется, и реализована она довольно просто. Собрали 50 деревянных, повысили выживаемость. Собрали еще немного, подняли скорость бега. Важно то, что все улучшения остаются с нами после смерти или с началом новой игры. Теперь переходим к самому вкусному – путешествию по Коулун-Сити. Выйдя из стартовой локации, вы тут же попадаете на враждебную территорию. Приготовьтесь к тому, что вас будет окружать непроглядная тьма, жуткие звуки и все то, за что мы и любим такой жанр, как хоррор. Пробираться игроку придется не спеша, для своего же блага. Поторопишься, наткнешься на обезумевших жителей города, а то и похуже. С первыми еще можно расправиться без особых потерь, а вот с порождениями тьмы придется весьма туго. Чем чаще мы встречаем на своем пути обезображенных монстров, тем больше сходит с ума наш герой. Он начинает видеть галлюцинации, кстати, довольно криповые, слышать различные голоса, которых раньше не замечали, и все в этом роде. Нечто подобное мы уже могли наблюдать в небезызвестной Амнезии, но здесь, в отличие от оной, большую опасность вызывает шум, который мы издаем. Чем больше мы бегаем на спринте, разбиваем разбросанные повсюду бутылки, ворочаем мешки с мусором и прочий хлам, тем быстрее приближаем свою погибель. В правом верхнем углу экрана появляются зеленые щупальца, которые по мере перечисленных выше действий начинают окутывать шкалу нашего здоровья. И как только шкала будет полностью захвачена, прямиком из другого мира по нашу душу выдвинется неведомое существо. Его конечности начнут прорастать из пола и стен, минуя любые препятствия. Итогом всего этого безумия будет гейм-овер, и вам придется начинать все сначала. Напоследок еще раз стоит упомянуть о раскиданных по уровням монетках, различных сундуках с лутом, аптечках и других не менее полезных вещах. Ну вот, с геймплейной составляющей вроде разобрались. Двигаемся дальше. Пару слов о графике и звуке. В визуальном плане игра выглядит вполне себе неплохо. Объекты окружения, монстры, оружие – все смотрится довольно сносно, но при условии, если грамотно подшаманить в настройках. Проблемы имеются с анимацией персонажей и монстров. Они несколько топорны и могут подпортить первое впечатление от игры. А что со звуком и музыкальным сопровождением? С ними не все так радужно. Во-первых, игре явно не хватает атмосферного эмбиента. Во-вторых, создается впечатление, что окружающие звуки живут своей жизнью. К примеру, подойдя к какому-нибудь шкафу, можно услышать уничтожающую барабанные перепонки какофонию.
При этом слушать это настолько невыносимо, что хочется поскорей уйти от этого места подальше. И такое происходит довольно часто. Доносящиеся отовсюду крики, топот, стоны порой слишком громкие и скорее приносят игроку дискомфорт. Зато появляются они порой в очень неожиданных местах, что заставляет иногда оборачиваться по сторонам и даже сжимать пятую точку. А теперь касательно недостатков в целом. Хромает оптимизация. Частенько игра проседает по FPS, что заметно портит удовольствие от игрового процесса. Отсутствует нормальное звуковое сопровождение, в результате чего порой атмосферу просто нечем подчеркнуть. Генерация уровней все еще далека от идеала. Изредка прослеживаются глитчи после убийства монстров, что просто выносит мозг и вызывает недоумение. Сюда же можно добавить уникальную возможность застревать в окружающих предметах. Очень странные хитбоксы, то есть совершенно непонятно, на каком расстоянии наносится урон от удара оружием ближнего боя. На фоне явных недостатков радует лишь тот факт, что разработчики постоянно допиливают свое детище. И чего греха таить, оно от этого становится только лучше. Что из этого всего получится, покажет время. Ну что ж, давайте подведем итоги всего вышесказанного. Phantasmal City of Darkness — это все же неплохой пример того, как можно свежо подать публике классический для инди-индустрии жанр. На первый взгляд игра представляет собой типичную страшилку с непроглядными от темноты коридорами, жуткими созданиями и, конечно же, скримерами. Однако, уделив ей чуть больше времени, возможно, откроете для себя нечто совершенно новое и необычное. Тут и рандомная генерация уровней, прокачка характеристик, постоянно меняющаяся сложность. В общем, все то, чем обделено подавляющее большинство подобных проектов. Лично мне Phantasmal не сразу пришелся по вкусу, скрывать не буду. Я поиграл в нее несколько минут, и она показалась мне просто ужасной. Но потом запустил еще раз, и черт знает каким образом просидел за ней всю ночь, не отрываясь. Я веду к тому, что не стоит торопиться делать о ней поспешных выводов. Поверьте мне, такой жанр, как хоррор, еще не раз сможет удивить своих ярых фанатов. Кому можно посоветовать данную игру? Разумеется, всем производителям жаростойких кирпичей глубокими ночами, а также неравнодушным ко всему, что хоть как-то относится к великому и ужасному Ктулху. Тут, кстати говоря, имеются к нему отсылки. На этом наш обзор подходит к концу. Если тебе понравилось видео, поддержи его лайком, а тех, кто над ним трудился, подпиской на канал. И да, у нас появился свой канал на Твиче, где мы по вечерам стримим различные инди-игры, обсуждаем последние новинки независимой игровой индустрии и просто общаемся по душам. Присоединяйся! За анонсами стримов следи в нашей группе ВКонтакте. Хотим выразить благодарность сообществу Wheel of Bundles, а также игровому ресурсу Konobu за оказанную поддержку. Ребят, спасибо вам огромное. Не забывайте, что наши ролики теперь можно увидеть в плейлисте Konobu TV. А на этом мы прощаемся с вами. До новых встреч. Пока-пока.